Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Шавлюк на канале Юрексперт. Сегодня хотим с вами поговорить о ДТП, которое уже стало известным на всей территории Украины. А именно, одна из алкоголичек збила ребенка прямо на тротуарі. Андрій Тарасюк йшов тротуаром до школи, коли в нього влетіла водійка позашляховика. Хлопець навчається у 7 класі, є старостою. Дорогие друзья, поскольку YouTube очень сильно не любит правду, мы создали свой телеграм-канал, ссылочка на который будет в описании. Поскольку Telegram действительно не имеет цензуры, и там свободно можно высказывать свое мнение, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе всех событий, которые имеют место быть в нашем государстве. Также в нашем телеграм-канале мы публикуем очень много документов, которые может скачать любой человек в формате Word, вписать туда свои данные и в некоторых случаях защитить свои конституционные права. Напоминаем, все услуги нашей адвокатской компании предоставляются на платной основе. Записаться к нам на платную юридическую консультацию или заказать изготовление иных документов или услуг вы можете за телефоном, который вы видите у себя на экранах, а также в описании под этим видео. Если же вы хотите получать бесплатные юридические консультации, подписывайтесь на наш YouTube канал, а также Telegram канал. Ведь именно на этих ресурсах вы можете всегда получить юридическую консультацию в наших видеороликах. Также вы всегда можете написать нам свой вопрос и предложить свою тему для следующих видео, которая, кстати, имеет все шансы попасть в следующие видеоролики. А это значит, что вы на безоплатной основе можете получить видеоконсультацию. Поэтому обязательно пишите нам свои вопросы и предлагайте свои темы для следующих видеоконсультаций. Теперь возвращаемся к нашему ДТП, в котором пьяная алкоголичка сбила ребенка в городе Вінниці, который шел по тротуару. На слуханні з'ясувалося, Наталя Дзісь перебуває на обліку у диспансері, оскільки хворіє на алкоголізм. Мамі Андрія Тетяні Тарасюк стало погано, їй викликали швидку. И вот тут у нас вопрос к правоохранительной системе Украины. На каких основаниях пьяные алкоголички имеют удостоверение водителя и как они могут ездить за рулем? Причем, как нам стало известно, это у нее уже не первый залет. Так почему украинская полиция не контролирует такие простые вещи? И почему на дорогах Вінниці ездят хронические алкоголички? До дитячої обласної Андрія доправили з відкритою черепно-мозковою травмою, пошкодженнями хребта та кінцівок. А сколько раз я лично был свидетелем, как определенные горе-водители вылетают на красный свет. Сколько еще нужно скалеченных детей, чтобы наша власть и наш народ украинский понял, что алкоголь – это зло. Хворий поступав з кровотечею в травмопункт. Зразу ж він був доставлений в відділення реанімації, зроблено комп'ютерна томографія, після якої визначились тактикою лікування. Проведено декомпресивну трепанацію черепа, широку декомпресивну трепанацію, видалення уламків кісток, мозкового детриту і внутрішньомозкової гематоми. Практически в каждом городе существует такая услуга, как доставка домой. Это означает, что если человек выпил алкоголя, он может воспользоваться такой услугой, которая, кстати, намного дешевле, нежели тюрьма. Также в каждом городе и даже в селе есть такси. Но если ты понимаешь, что ты алканавт, и ты любишь употреблять вот эту вот дрянь, вызови такси и едь спокойно. Поскольку в любого алкоголика есть выбор, о котором мы только что сказали, прощение этим алканавтам нет. На відео видно, як водійка не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і здійснила наїзд на пішохода. Далі в'їхала у кам'яний паркан, після чого машина перекинулася на бік. Мы считаем, что такие особи должны быть немедленно, пожизненно изолированные от общества. А все их имущество, в том числе квартиры, дома, должны быть конфискованы для того, чтобы государство лично за счет этого имущества смогло оплатить
все медикаментозные и другие расходы потерпевших. Еще раз напоминаем, алкоголь и другие наркотики еще никого к добру не привели. За результатами експертизи, рівень алкоголю у крові жінки перевищував норму у 16 разів. Особое внимание в этом деле обращает на себя тот факт, что эта вот алкоголичка нашла, кстати, за один день 181 тысячу гривен и вышла на свободу, даже не побывав в следственном изоляторе сутки. Не кажется ли вам странно такое стечение обстоятельств? Только что судья Гриневич, о котором, кстати, мы говорили не в одном своем ролике. Я засніму нашу розмову з вами. З вашого дозволу. До побачення, ми на засіданні. А на яких підставах? У мене нема з вами засідання. Ну, то я маю повне право знімати вас на... Я хочу запитати, чому ви винесли ухвалу таку. Зрозумел. Выносит свое решение, и тут через несколько часов родственники этой бедной алкоголички вносят за нее залог. Все это дает возможность подозревать, что такая сумма для этой алкоголички вообще ничего не значит. Суддя Володимир Гриневич задовольнив клопотання слідчих. На 2 місяці, поки триватиме розслідування, жінку взяли під варту. Розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення щодо підозрюваної Дзісь Наталії Іванівни, ухвалив застосувати до підозрюваної Дзісь Наталії Іванівни запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Все ведь прекрасно понимают, что даже позычить сейчас 1000 гривен – это проблема. А вот она за несколько часов находит 181 тысячу гривен. Вот и вопрос, а куда смотрели следователи по этому делу? И куда смотрел судья Гриневич, который в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом Украины обязан был доследить, какая сумма для подозреваемой будет значительной, поскольку это очень важно. Хотя о чем мы говорим? Это же судья Гриневич, который уже знаный не только в Виннице, но и по всей Украине. Каждый раз этот судья выносит все более и более интересные процессуальные документы, которые, кстати, как ничто иное, свидетельствуют о его уровне психологического и морального сознания. Життя дитини понівечене. Дитина спортсмен. На кар'єрі спортсмена тепер можна поставити хрест. Всі надії, всі сподівання, все перекреслено. Но самое страшное в действиях таких продажных судей – это то, что люди уже не верят в правосудие. И очень часто мы слышим о том, как много людей собираются в группу и вершат самосуд над преступниками. Якщо її посадять на цих 2 місяці і все, то ми будемо далі боротися, будемо подавати в апеляційний суд, тому що мы это не залишим. А все потому, что с каждым вот таким вот решением Гриневича люди понимают, что 90-е годы это был самый лучший период в истории Украины. Сестра Андрія Марина додає, зараз брат у важкому стані у реанімації. Тогда, кто бы там что ни говорил, как минимум были понятия. А в наше время нет ни понятий, ни закона. Вот и остается открытым вопрос, как людям защищать свои права. Посмотрим, как это дело будет развиваться дальше. Ведь наша команда очень сильно надеется, что прокуратура подаст на него апелляцию. И эту горе-алкоголичку все-таки запроторят за решетку. Почему те, кто своровали несколько килограмм гречки, сидят в следственных изоляторах, а человек, который алкоголик сбил ребенка ни в чем невинного, ходит на свободе? Обязательно пишите нам свое мнение об этом. И помните, что только мы с вами можем реально помочь семье потерпевших, а именно сделать так, чтобы это дело стало известно на всей территории Украины. А такие вот судьи, как Гриневич, обязаны немедленно подать в отставку и попросить прощения у всего украинского народа за то, что он натворил. Уж поверьте, друзья, а там очень много чего есть. Всем спасибо, что вы были с нами на канале Правды, так как именно благодаря таким людям, как вы, наша страна, которую топчат продажные судьи, еще имеет возможность воскреснуть. С вами, как всегда, был ваш покорный слуга Александр Шавлюк на канале Юрексперт. Увидимся в следующих видео, друзья. Сажают те, кто тихо жил и верил в Бога, а оправдаю Бог бездушных, лживых шкуру.